Привет всем! Сегодня у нас будет видео по распаковке самолета, скажем так, малой авиации, четырехмоторного, под названием дрон. Вот он здесь. Сегодня получил от курьера посылочку. Распакуем и посмотрим, что внутри. Ну что, начнем. Берем ножик и вскрываем. Довольно увесистая. Блин, даже трудно сказать. Килограмм 5 каких. Так. Черная пленка содрана. Отправитель специально ее сделал. Люди, которые берут в руки коробочку, у них не было соблазна забрать ее, потому что вещь достаточно дорогая. Вот вы уже видите, что просвечивает. DJI Mavic 3 здесь будет лежать. Вернее, лежит. Сори за видео, немножко темновато, уже как бы 6 вечера, но просто не терпелось вскрыть. Ну, с этой стороны прекрасно выходит. Ну вот и долгожданный аппарат. Глянцевая коробочка, вернее обтянута плотно вакуумной упаковкой целлофанчик. Вот вы видите, DJI Mavic 3. Ну, как всегда, по-китайски Fly More Combo, эта модель называется. Bundle Fly More Combo. У нас тут тоже логотип. Это комплектация. То есть самая полная, какая есть. Сам дрон, пульт управления, батарейки, хаб для заряда батареек, ну и пропеллеры. Конечно, там еще есть что-то внутри. Так, что у нас тут еще расписано-то? Ну, самое QR-код, который можно отсканировать и залезть и скачать программное обеспечение для Android, либо для огрызка. Ну, что еще тут такого? Ничего такого нету. 16+ стоит значок. То есть детям до 16 не рекомендуется. Так, ну, голограмма DJI, серийный номер со штрих-кодом и, ну, и буквенные цифры, и цифрами и так далее. Что тут? Все, вскрываем коробочку. Целлофанчик вскрываем, вернее, которым обтянута коробка. И смотрим комплектацию. Коробка в идеальном состоянии, ничего не помято, не побито, все углы целые. Хоть и ехала далековато.
Ну да, прорезать надо было. Ну вот. Так, видно? Нет, не видно. Сейчас подниму камеру. Еще один QR-код. Scan.me написано. Ну и по-китайски, само собой. Не знаю, что это такое. Еще не сканировал, как говорится. Сами видите, первый раз. DJI Fly Application. Ну аппликация, видимо, для установки на свои мобилы, которые подключаются к пульту. Видеотуториал. По-китайски, само собой, user manual. Так, все. Чемоданчик, как производитель обещал, в котором все это дело должно храниться. Так, коробочку в сторону. Хорошая коробочка. Открываем. Чемоданчик тоже так запакован. Где у него начало, где конец. Снизу, оказывается, на липкой ленте. Вернее, приклеен очень хорошо. Упс. Проще надрезать, я так понимаю, потому что это целлофан уже ни к чему. Надрезал, вынимаем. Оба-на, довольно увесистый. Ну, как я и говорил, блин, килограмм какие 4-5. Такая, материал достаточно плотный такой. Похоже вот на вещмешки советские такие. Вот из этого материала, канвас, как говорится. По-английски не знаю, как по-русски. Что у нас тут еще? Ладно, вскрываем. Защелочка. Пряжки металлические. Да. Здорово. Так. Мягкая подушечка, насколько я понимаю. Там карман вроде как должен быть. Что-то прощупывается такое. Вот тут сбоку еще молния есть. Ну, карман пустой, но внутри такой мягкий такой, похожий как бы на бархат. Мелкий-мелкий бархат внутри. Мягкий. Внутри реально что-то есть такое, прощупывается. Тут еще молния. О! Понятно. Здесь просто лямки. То есть можно это дело использовать как рюкзак. Вот что и прощупывались. Карабинчики металлические. Да. Тут кармашек. Достаточно большой. Ну ладно, к самому главному. Я думаю, вам не втерпешь, мне то же самое. Так, закроем это дело. Наш рюкзачок. Скрываем молнию. Молния с двумя замками. То есть можно, вот, раз молния, с другого конца тоже можно закрыть с обоих сторон. Так. А до конца он не открывается, как бы. Я думал, просто разложится. Нет. Так, коробочка черная. Ладно, все выложим сначала. Вот сам дрон. Так, выкладываем осторожненько. Дальше.
Ну тут вот такой отсек. Вот дрон здесь лежал. Коробочка здесь. Сейчас я все это дело увеличу. Итак, поехали дальше. Ну, это, судя по всему, батарейка. Запакована в таком прорезиненном пакетике. Заклеена. Да, это батарейка. Вот контактики, если вы видите. Освещение, сори, как я уже сказал, сейчас вечер. Зажимчики. Ну, а тут, судя по всему, кнопочка для теста батарейки. Ничего не горит, видимо, разряжено все. Lion. Литиевые батарейки. Ну, само собой, никелевые сейчас никто не использует. Так, одна батарейка. Вторая батарейка. Ну, распаковывать не будем, соответственно. Так, что еще тут? Зарядное устройство. Штекерок USB-C. Ну, все знаете, наверное. Так, где-то фокус-то. Вот, видите. У него, как бы, его без разницы, как вставлять. Так или вот так вот. Вот одинаковый. Достаточно большое. Ну, понятно, батарейки мощные, насколько я помню из инструкции, ну, я уже предварительно читал, 5000 миллиампер, то есть их нужно тоже зарядить. А, ну, есть вот еще штекерок под USB. Отдельно можно еще тыркать что-то. Тоже мобилу зарядить. Так, еще один отсек. Ну, это пульт. Тоже вскроем. Тоже такой же прорезиненно заклеенный целлофан. Плотненько сидит. Ну вот, вот так выглядит. Я еще не в курсах, как это что пользуется. Даже не знаю, как все это дело раздвинуть. Ну, я в этой теме новый человек. Ну, говорю заранее, что я им пользоваться не буду. Можно, в принципе, не знаю, или просто как резервное оставить, либо его продать. Сюда вставляется мобилка, ну и органы управления, само собой. Тут еще, в принципе, джойстики должны прикрутиться внутрь. Сейчас их нету, убрали для транспортировки. А, блин, джойстики внизу. Вот они так запакованы внизу. То есть вынимается и закручивается сюда. Интересно придумано. Ну и самое, слот для заряда USB-C. То есть там батарейка есть, само собой. Как-то он должен работать. Так, запакуем назад слегка. Вернее, не будем пока. Ладно, в сторону. Что еще у нас тут есть? Ну, в принципе, и все. Хотя должны быть еще... А, ну в коробке. Понятное дело. А нет. Тут есть такой, типа этого самого, типа кошелька такая молния. Сейчас вниз камеру пущу. Вот. Открываем молнию. И тут что-то еще лежит. А нифига не лежит. Пакетики лежат, но эти самые, как их, силикон, типа влагу убирают. Я-то думал, подарки какие-нибудь положат.
Да, ничего не лежит здесь. Так. Тут еще сбоку карманчик такой. Интересный. Тоже такой внутри как бы мелкий-мелкий бархат. Мягкий. Хорошая сумочка. Мне нравится. Так. Откладываем все это дело в сторону. И смотрим, что в черном ящике. Как на поле чудес. Так. Бумажка. Quick Start Guide. Инструкция для быстрого старта. Так. Частично на китайском. О, на русском есть. Русский есть. Ну, тут как бы такие маленькая менюшка. И все языки. То есть, ну, параграфы как бы переводятся. То есть, практически все европейские языки, русский, само собой. Россияне. Рынок большой, поэтому DJI делает на Россию. Ну, пиктограммы, вернее, рисунки. Как что собирать. Принцип сборки коптера, пульта и так далее. Ну да, user guide, блин, это самое Quick Start Guide. То есть быстрая инструкция. Так, дальше. Safety Guidelines. Безопасная инструкция по безопасности. Так, что у нас тут еще есть? Да, русский тоже присутствует, тоже на многих языках. В сторону. Аксессуары с User Guide. Инструкция по аксессуарам. Тоже все языки. С картинкой, как вставлять батарейку в зарядное устройство в хаб. Так, еще бумажка. Хорошо, чтобы бумажек, ну, как бы мало. Бывает, телефон купишь, а там инструкция на 200 листах. Так, это что у нас? Ну, тут русского нету. По-моему, даже английского нету. Да, тут на каком-то испанском или итальянском. Непонятно вообще что. Так, маленькая наклеечка. Так, get на французском. Спасибо, конечно, по-французски я тоже не понимаю. Дальше. Ну это хаб для батареек. Тоже, в принципе, вскроем, все равно мне вскрывать и заряжать. Так, очень надрезать. Где мой ножичек был? Для 3 батареек хаб. Ну, сюда порт для зарядки. Так. Ну, а здесь куча прямобасов. Что у нас тут есть хорошего? Так, провода. По-моему, 2 одинаковых. Сейчас я проверю. Нет, не 2 одинаковых. Короче, один провод USB-C на обоих концах. Ну, видимо, в зарядку и то есть вот сюда. А нет, сюда не в зарядку. Даже не знаю куда. Пульт можно соединить. Наверное, с хабом, блин. Или еще с чем-нибудь, не знаю. И второй кабелек на одном конце USB-C, на другом стандартный USB mini.
Так, в сторону. Ну и кабелек USB 3, ну вот синяя, видите, пластмасса. И на другом конце USB-C. Маленькие. Куда что, я еще не знаю. Так же, как и вы, видимо. Так. 2 болтика. Джойстики. Ну, видимо, запасные. Потому что 2 уже здесь есть. Интересно, зачем 2 запасных? Ну ладно, есть так есть. Так, ладно. Так. Еще тут вот вложено вот так вот что-то такое непонятное. О, вот этот пакетик хорошо вскрылся. Так, ну и в комплект этих самых пропеллеров, в принципе, должно быть 2 комплекта, то есть запасные должны быть. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну да. 2 комплекта. Вот так вот все это упаковано вот здесь в коробочке. Так, давайте посмотрим дрон. Дрон, в принципе, пристегнут. Я даже не знаю как. Интересно. Ну, это как бы транспортировочный, блин, как даже не знаю назвать. В общем, при транспортировке все это дело блокируется, тут защищаются эти самые винты, камеры и так далее. Вот ремешок отстегивается с одного края. Так. Ну, по-моему, все. Что не снимается. Да. Все. Вот, просто снялось. Так, надо запомнить, как было-то. А то я потом буду ломать голову. Так, это у нас просто наверх идет. Ясно. То есть получается, у нас-то комплект винтов 3 комплекта, но они разные, я так понимаю, малошумные и так далее. То есть 1 комплект на самом дроне и вот 2 как бы в упаковочке. Что еще у нас тут еще? Ну и батарейка, само собой. 1 уже на дроне стоит, ну и 2 в комплекте. То есть 3 батарейки идет с ним. Так, сейчас это дело надо разложить. Я немножко тут приберусь. Так, давайте уже разложим дрон. Ну, сначала обычно верхние ножки, потом нижние ножки. Ну, это все. Вот такой. Достаточно тяжелый. Я не помню по инструкции сколько он. Ну вот он, красавец. Стоит на ногах. Такой красивый. Темно-серый цвет. Камера Hasselblad. Идеальное качество будет показывать. Так, комплектация.
Еще раз о комплектации стандартной. Ну, на борту у него батарейка стоит. Одна уже. Так, зарядка у меня там ползает. Две вот отдельно стоят. Лежат, вернее. Ну и хаб на 3 батарейки, соответственно, для заряда. Зарядное устройство. Самые джойстики для пульта. Запасные. Кабель USB-шный. Лопасти. Видите, упаковочки такие синенькими, а здесь вот с такими белыми. То есть 2 комплекта. Ну и, соответственно, лопасти уже стоят на этом самом, на дроне. Ну и транспортировочный как бы ремень, который обхватывает дрон, не позволяет ему там в вашем рюкзаке или еще где болтыхаться и что-нибудь сломать. Ну и само собой пульт управления. Это вот полная комплектация DJI Magic 3. Что еще мне положили как подарок? Сейчас я вам покажу. Мне положили карту на 256 гигов, достаточно быструю, 130 мегабит в секунду. Мегабайт в секунду. Самсунговская. Еще что мне положили? Вот такое устройство. Я не знаю, многие видели, что у нас в Донецке, ну и в Луганщине это дело используется. Это цепляется на дрон, обхватывается вот так вокруг. Внизу лыжи, само собой, салазки. И к нему можно подцепить груз. Вот. Видите, вот так. Ну, тут как бы нарисован подарок. Ну, в Донецке это используется немножко по-другому. Подарки отсылаются ВСУшникам, так называемым укропам. Скидываются небольшие заряды на их позиции. Довольно эффективная вещь. Живую силу, блин, хоронит на ура. Нажимаете кнопочку, груз пошел вниз. Получите подарок, укропы. Ну и вот еще коробочка. Пульт DJI RC. Вот почему я в начале видео сказал, что этот пульт стандартный, я использовать не буду. Он на порядок выше, чем этот пульт. То есть не нужно использовать мобилу. Он уже с дисплеем. Потому что мобила, да, она у всех есть, но вам будут поступать там звонки, смски, то есть вы отвлекаетесь от полета, теряете дрон там на какое-то время. А здесь никуда ничего отвлекаться не надо. И он работает намного лучше, управление плавнее идет. Сейчас посмотрим, что внутри. Ну вот вы видите, размер отличается. Экранчик у него 5,5 дюймов, насколько я помню по инструкции. Предыдущий читал. Вот так. Ну вот еще раз комплектуха. Вот то, что я получил от отправителя. Достаточно богатая, да? Вот эта вещь мне нравится. Я думаю, ни у кого, ну, практически ни у кого этой вещи нету. Ну, естественно, на Украине-то есть, но вот, а у гражданских нету. Я имею в виду гражданских лиц. Практически нет ни у кого. Ну, посмотрим, что в этой коробочке. В этой коробочке, в принципе, должны быть светофильтры. Да.
Это светофильтры, которые надеваются на объектив камеры. Что у нас тут по обозначениям? ND4, ND8, ND16 и ND32. Можно, в принципе, еще докупить, но с большим числом как бы фильтра. Но это стандартные фильтра. Позволяет снимать при ярком, очень ярком освещении, также при пасмурной погоде, и получать интересные киноэффекты. Можно даже получить такой вот, как многие, наверное, видели, снимается ручей с быстро бегущей водой, и такая вода получается как бы мыльная. И вот такой эффект можно получить. Ну а теперь поближе, что же входит в комплект DJI Magic 3 Fly More Combo. Вот он, легендарный дрон, который используется сейчас в военных действиях на Украине, в Донецкой и Луганской республике против укропов. Вот такой комплектик я получил. Сам дрон, понятное дело, все вы видите на взлетно-посадочной площадке, на коврике. Коврик вот идет в такой упаковочке. С одной стороны оранжевый, с другой стороны вот такой голубой. То есть ставите той стороной, какой вам удобно, чтобы была четкая контрастность, и дрон его прекрасно видел и садился туда, куда нужно. Ну и главное, конечно, пульт управления. Вот он. RC вернее. Вот я его вынул с упаковочки. Вот так он выглядит. Дисплей 5×5, 5,5 дюйма. Тут джойстики. Вот так они упакованы, чтобы не терялись. В комплекте идут еще одни джойстики. Там в комплекте провод для зарядки. Что еще? Ну, само собой, чтобы дрон летал, нужны 3 батарейки. Они достаточно мощные, 5000 мА, на 46 минут хватает. Зарядное устройство, хаб так называемый, сразу можно все 3 батарейки вставить, заряжать. Блок питания 65-ваттный. Провод USB 3. На другом конце у нас USB-C. Это, в принципе, можно подключиться к дрону, также заряжать его, если батарейка внутри уже стоит. И можно с него писать видео, как бы снятые файлы перекачивать себе на компьютер. Пишется вот на эту карту Samsung 256 гигабайт. Ну, фильтр, понятное дело, уже показывал вам. Как это обозвать даже, блин. Хомут, держатель, блин, транспортировочный, чтобы камера не болталась и лопасти были зафиксированы во время транспортировки. Лопасти, ну, само собой, комплект уже стоит на самом дроне. Вот лопасти есть такие, и лопасти вот такие. Чем они еще толком отличаются, я как бы особо не знаю. Вот они маркируются, ну, белые надписи, голубые надписи и маркировка АБ. А, тут Б у нас. Так, еще 2 штекера. USB-C и USB-C 2. На одном конце USB-C, на другом обычный USB микро. Так. Ну, коврик посадочный, взлетно-посадочный, вот. Еще идут в комплекте защита для пропеллеров, для начинающих, очень удобно. Лопасти сохраните ваши, ну или при полетах в таких трудных местах, там, между деревьев, кустов, ваша лопасть будет в безопасности. Даже для профессионалов рекомендую. Вот интересная вещь в комплекте тоже.
Да, ну это как бы рекламируется как доставка там цветов, подарков и так далее. Прицепляется к дрону, вот так вот выглядит, обхватывается дрон на этих самых, типа на лыжах. Ну, можно даже прицепить, и не обязательно там что-то цеплять, какой-то груз, а вот достаточно этого прицепить, и уже будет даже еще лучше, чем он будет садиться и взлетать с помощью вот этих вот своих упоров. Еще будут внизу лыжи, будет более устойчив. Управляется очень просто, там внутри батарейки, также самый провод в комплекте. Можно включить подсветку, и будет подсветка идти, то есть ночью. Управляется просто, на пульте нажимаете кнопочку, скажем, там C2 или C1, зависит от того, что вы запрограммируете. Включается подсветка, срабатывает фотодатчик, и там, скажем так, ролик, к которому цепляется веревочка, выходит из зацепления, и груз отцепляется. В Донецкой и Луганской республике эти дела используются для доставки боеприпасов на позиции вооруженных сил Украины. Выбрасываются гранаты, небольшие бомбы. Ну, сам дрон идет вот в такой красивой упаковочке, понятное дело. Вот видите надпись Fly More Combo. DJI Mavic 3. Ну и шикарная сумка. Сумка просто шикарная. Я много всяких вещей заказывал и покупал и сумки и так далее. Но это просто выше всяких похвал. Просто, блин, снимаю шляпу перед китайцами. Очень качественная, достаточно, очень плотный такой, в принципе, брезент. Я бы, скажем так, назвал. Все разъемы, все защелки, все металлическое. Носить можно как за ручку, так и как плечевой ремень. Ну вот. И можно еще там как бы расстегнуть и получить сумку в виде рюкзака. Просто, блин, классная сумка. Ну вот как бы все. Вот так выглядит полный комплект DJI Mavic 3 More Combo.